Так, ребята, вот мы приехали на машине мужа Прити. Вот он, собственно. Приехали в храм совершать пуджу. Как же без этого? Повидать родственников и сделать кучу пудж. Это цель нашей поездки. Ну, я шучу, много чего еще интересного будет. Вот это вот дядя Парама. Я уже вам его раньше показывала. Представьте себе, как он молодо выглядит. Не без диких обычаев. Вы видите в руках у дяди Парама петухи, которых он, собственно, собирается съесть. И перед тем, как их съесть, он хочет принести, совершить пуджу над ними. Ну, в общем, какая-то ерунда. Артур уже начинает по этому поводу капризничать, ну, плакать. Ему очень жалко этих петухов. А вот еще Парама обратил внимание, вот смотрите, здесь тоже проходит какой-то ритуал. Значит, вот этот вот мужчина, над которым проводится ритуал, либо болен, либо у него какой-то испуг, или еще что-то. И чтобы вот это вот снять с него, ну, как можно сказать, снять с него порчу, проводится вот этот вот ритуал. Какой-то магический ритуал. Люди в это верят. Ой, что это он делает? Ого, вы видите, все, как бы, наверное, уже все. Погасил огонь, все, он теперь здоровый, счастливый. Все будет в его жизни теперь по-другому. Артур говорит, я не буду есть этих куриц. И Парам, ну, сейчас Артур объясняет, не, мы не будем их есть, мы их отпустим. Они будут бегать где-то на ферме. И мне тоже Артур говорит, ну, когда он увидел этих курей в багажнике, он говорит, мама, давай их спасем, давай найдем какой-нибудь острый предмет и развяжем им лапки, и пусть они убегут. В такие моменты очень хочется стать вегетарианцем, честное слово. Думаю, почему я не вегетарианец? Сейчас Артур молится. No, it must be like this. And are we going, if I'm not learning swimming and go out? Good boy. Сделала вид, что я хлебнула. Еще один сюрприз хотим сделать. То есть дядю мы случайно встретили уже, ну, как бы не получилось так эффектно. А сейчас мы зайдем к нему домой, к дяде, где его 3 девочки, 3 дочки, сыночек. Девочки на выданье. Никак все не могут ее замуж выдать, самую старшую. Вот. Но я их вам часто показывала. Они такие скромные. То есть, наверное, скорее всего, тоже будут сдерживать свои эмоции. Но, тем не менее, интересно будет все-таки им тоже сделать такой сюрприз. Вот, видите, вот уже подходим к этому дому. Видите, спряталась, увидела меня с камерой. Я говорю, они очень-очень скромные девочки. Именно, знаете, такие типичные деревенские девчонки. Так, тут, видимо, в гостях был их родственник. А эти девчонки спрятались и не видно. Вот, видите, вообще их не видно. Убежали в комнату. Так вот еще. Парам говорит, они подумали, что ты, Артур, сам один приехал. Ну, Артур смущается. Хай. Так, это жена дядя. Она его жена, и она же его двоюродная сестра. Здесь, в южной части Индии, это нормально, жениться на своих двоюродных сестрах.
Ну, в общем, сюрприз удался. Они сразу узнали Артура. Мы сейчас без камеры с ними поговорила, с девчонками, такие довольные, веселые. Обнимали Артура, поцеловали. Вот это, вот знаете, что она сгребает? Это называется раги. Они сами выращивают, сейчас сушат. Любимая еда моего мужа. У них очень много. То есть вот это они сушат, а там у них в доме много мешков. Вот, видите, вот это вот мешки, это все раги. Ну и плюс они еще продают. Коровки. И огромные поля у них с кокосовыми деревьями. Кокосы они тоже продают. То есть, собственно, ну, на вырученные от всего этого деньги они и живут. А это еще, смотрите, имли. Имли это такие вот кисленькие. When make fish, this imli must put Natash. Many food, many food they. То есть вот так вот просто их не едят, эти имли, хотя я могу и просто есть. Ну, как, допустим, лимон, да, like lemon, да. Все, ребята, уже дело к вечеру, поэтому они все это собирают. И представьте себе, здесь вчера был дождь. Вообще сейчас засушливый сезон, но вот именно на юге Индии, даже в засушливый сезон периодически льют дожди, причем такие интенсивные. Поэтому здесь природа такая, более зеленая. Мне нравится. Юг Индии мне даже, наверное, больше нравится, чем то, где мы живем. А вот это вот лунги. Вот видите, традиционная мужская одежда. Но я у Парама уточнила, нижнее белье присутствует. Что там происходит? Ремонт крыши. Дыры латают. Но это ж, наверное, вот опять же после вчерашнего дождя. Как говорится, петух клюнул. И пришлось заняться ремонтом. Как интересно за всем этим наблюдать. Мне очень нравится вообще деревенская жизнь. Здесь, знаете, настоящая деревня, не такая, как у нас. Все-таки Матеран – это туристический маленький городок скорее. А это, ребята, настоящая индийская деревня. А здесь стирают. Почему в такое время? Вообще обычно стирают с утра, чтобы за весь день успело все высохнуть. Пора мне объясняет, что индийцы верят, что это как Бог. Божественное существо. Боже мой, это вообще на самом деле опасно. Я сейчас хотела приблизиться, потом говорит, нет, не приходи. Причем это ничейное, то есть это свободно гуляющее животное. Ну, согласитесь, сразу видно, что... Оно не гавкай на меня, господи. Сразу видно, что кормят хорошо. Вот, смотрите, крыша, на крыше труба и валит дым. И это несмотря на то, что сейчас жара. А все потому, что они, скорее всего, готовят еду или нагревают воду. Боже, эта собака от меня не отстанет. Я тихонечко ухожу, бежать нельзя. А то укусит, догонит и укусит. Give me. She's gone inside. Да, и не успела. Now we go there only, na? Inform. О. Господи, как интересно, все привлекает меня. Хоть камеру не выключаю. Вот тоже, видите, Парам идет, встречает знакомых, они из окон выглядывают. А мы, ребята, идем туда, где похоронена наша Ганга.
Вот дядя несет воду. Проведем там пуджу. Вот мы и пришли на место. Очень грустно, что ее нет с нами рядом. Очень-очень грустно. Ее похоронили на собственном земельном участке. Но есть кладбище, но они решили, что так удобнее. То есть это рядом с дядей. Сюда можно приходить часто. Мы сейчас здесь распалим костер, пожарим мясо, будем сидеть и поминать ее. Здесь так действительно принято. То есть сама Ганга была очень, знаете, такой любительницей всех вот таких вот мероприятий. Она любила собираться со своими родственниками, большими компаниями, вкусно покушать, посидеть, повеселиться. И вот Парам тоже решил, что и мы тоже так должны сейчас посидеть, как будто бы, знаете, представить, что мы сидим в ее вместе с ней, вспоминать ее. Со временем они планируют здесь поставить скамеечку, память. Ишван сказал, что он этим займется, но как у индийцев все это происходит очень медленно. Ну, в принципе, еще даже год не прошел. Напомню вам, что бабушка Ганга умерла после того, как ей поставили прививку от ковида. Ну, то есть я считаю, что это не прививка сама виновата, просто такое вот ужасное совпадение произошло. В тот момент, когда ей ставили прививку, она уже была больная, потому что вместе с ней заболело еще несколько членов семьи. Ну, то есть одновременно это практически произошло, но у всех остальных это прошло очень в легкой форме. А вот эта вот прививка, не вовремя сделанная, как бы добавила болезни. Вот, а мне температуру не померил, ничего не спросил. И вот как результат, месяц она пролежала в больнице с аппаратом искусственного дыхания, вентиляции у легких, и умерла. Вот. Папа тоже вместе с нами пришел. Ну, они часто сюда приходят. Приезжают, приходят посидеть возле нее, повспоминать. Мужчины собирают сухие ветки для того, чтобы... А Артур все смотрит на кокосы. Говорит, хочу залезть на кокосовое дерево и сбить парочку. Мы с собой взяли, смотрите, бутылочку Бейлис, чтобы помянуть Гангу. Стопочку ей налили, на могилку поставили. Она на самом деле могла иногда и выпить пиво. И, конечно же, такой напиток она бы тоже с удовольствием выпила. Вообще мы его покупали и берегли на 8 марта. Ну, в этом году было не до праздника. Соответственно, привезли с собой сюда. Сейчас сидим возле костра, вспоминаем ее. Ну, я все снимать не буду. Сейчас попрошу, чтобы Парам рассказал все-таки историю про дядю, почему же они с ним не общаются. О, смотрите, устроили здесь пастбище. Я у Парама спрашиваю, ничего страшного, эта земля принадлежит папе Парама, ну, соответственно, в принципе, и Параму тоже. А Парам говорит, это даже хорошо, некоторые даже деньги платят для того, чтобы овцы паслись на их полях, потому что они кушают травку и потом ее удобряют, когда переработается эта еда. Это, ну, навоз, очень хорошее удобрение. Потом хороший урожай можно будет собрать. Парам пытается стряхнуть кокос, не хочет лезть, не хочет портить одежду. Все ради тебя, Артур. Да, shorts also. Шорты тоже снимай, но я на видео не буду снимать. Буду снимать выше пояса. Парам стесняется, говорит, не снимай меня в трусах. Слушайте, не справился Парам, не смог залезть. Потерял сноровку, хотя 4 года назад с легкостью залазил на пальму. У меня даже есть какое-то старое видео. В итоге дядя сходил за вот этой вот специальной палкой, с помощью которой он сбивает кокосы. Дядя, кстати, тоже отлично лазит по пальмам. Я когда-то тоже снимала видео, но он перенес серьезную операцию. Также же и на голову может упасть. Артур, ты тоже отойди. Ну, хватит. Хватит. Финиш, идите. Артур показывает. Хватит.
Все, пошел собирать урожай. А Артур все пасется рядом с этим дядей. По-моему, он ему понравился. О, видите? А ну, Артур, дай мне тоже попить кокосовую водичку. Ну, дядя действительно классный. Твоя мечта сбылась. Действительно, настолько классно сидеть, ну, можно сказать, на своей земле. Кокосы здесь, столько животных, красиво, чистенько, природа. Но вот когда понимаешь, что здесь под землей захоронена наша Ганга, наша бабушка, ну, становится очень грустно. Если все-таки верить в то, что она чувствует, она видит, ее душа сейчас то, что происходит, то я думаю, что ей сейчас очень-очень приятно, что мы здесь собрались, так неожиданно приехали, все вместе, дружно. No, он парам тест. Артур, видите, папе принес. Это очень полезные кокосовые. You know why this taste? You know why this taste? Почему? Парам говорит, вот знаешь, почему это такое Because вкусное? we not put everyday water. This is only raining water. Что они не поливают, это эти деревья растут только благодаря дождю. If you put like this water, not. Вода, которую поливают, она не хорошая. Парам всем разливает этот Бейлис и говорит, это кофе. Ну, действительно, на вкус. Я знаю, что некоторые делают сами Бейлис и туда добавляют кофе, сгущенку и водку. Я стопочку выпила и всем остальным. Вот даже вот этому парню, смотрите, даже вот этот парень тоже помянул нашу Гангу Бейлисом. Парень, который пасет овечек. Так, ну давайте уже будем закругляться. Подожди, Парам, сейчас. В общем, Парам сейчас расскажет в конце эту душещипательную историю по поводу того, почему они не разговаривают с дядей. И будем после этого прощаться. Так, в общем, смотрите, начало истории. Вот это вот папа, это его сестры. Вот эти вот две женщины, его сестры. Ну и дядю вы уже тоже все хорошо знаете. Ну, дальше что? Он поженился на какой-то женщине. У нее есть брат. И этот брат женился, получается, на вот этой вот женщине. Это был брак по договоренности. И он, можно сказать, подсунул ей очень плохого мужа, который не заботился о ней, бил ее, пил и издевался. В итоге они забрали эту женщину к себе. Сейчас она, эта сестра, получается, живет вместе с этим братом. Братом, с вот этим вот, его Шиву зовут, этого брата. В общем, они ее забрали, развелись, так скажем. И после этого с тем дядей, который, получается, подсунул плохого мужа, никто из них не общается. Вот такая вот душещипательная история. То есть вот эта вот женщина сейчас вроде бы как и замужем, муж есть, но она с ним не живет. So she don't have any children. Ну все, понятно. То есть дочка осталась, where is the daughter? То есть уже выдали ее замуж. Ну вот так вот. Ну да, в Индии, знаете, как вот смотрите индийские фильмы, там вот, все какие-то вот проблемы крутятся вокруг родственников, какие-то там связи, такие козни. Так и здесь, действительно, я в этом убеждаюсь. То есть они, с одной стороны, очень-очень дружат между собой, общаются тесно, но и козни тоже плетут. То есть если у нас как-то так, там какие-то двоюродные братья, мы их даже там и в глаза не видели. А тут все вот собирают, и по этой причине вот возникают какие-то вот такие вот стычки. Все, видите, дядя, чтобы удобнее было нести домой эти кокосы, их связывает между собой. Вот это получается тоже she also sister, да? Вот это тоже сестра, видите, сейчас тоже выпивает Бейлис. И кинула, посмотрите, хорошо, что бумажный стаканчик мы принесли с собой, бумажный. Всего их 9, представьте себе. Но остальные живут в городе, в Бангалоре. Артур побежал, сидел, говорит, я хочу посмотреть, что там Ганга выпила хоть чуть-чуть Бейлиса. Муравьи там набежали, и вот все они скусали.
Вот Парам верит в то, что она сейчас рядом летает и все слушает. Да? Вот Парам в это верит. Я не знаю, вы верите? Мне хочется верить. А так ли это на самом деле, я не знаю. Но хочется очень в это верить. Иначе вообще какой смысл нашей всей этой жизни? А вот я сейчас, ну, честно, вот вам признаюсь, я прям испытываю какую-то благодать. Вот именно вот это вот слово у меня крутится на языке, благодать. Что, сынок? Ты же утром говорила, пока-пока, зрители. Почему тогда сейчас продолжаешь? Ну, хорошо, буду прощаться. Все, зрители, до свидания. Да, yes. Yeah, finish. Сейчас буду снимать пробу с курицы. И это действительно не те куры, которых вы видели в храме. Вкусно. Вкусный шашлык. Парам пошел еще бабушке, ну, маме своей кусок курицы положить. Что она очень-очень сильно, ну, она, как и папа тоже, как и Парам, любила вкусно покушать. И обязательно в хорошей компании. Tasty, very tasty, Парам. Смотрите, сейчас Прити кормит своего сына Павана. Как это происходит, бегает за ним, но она сказала, что обычно она его кормит, когда он смотрит мультики. Ну, в принципе, у меня то же самое было. А сейчас, так как, ну, немножечко другие обстоятельства, сейчас Артур вместо мультиков сначала решили, что он его развлекает, отвлекает, а тем временем Прити ему ложечку в рот. Значит, а кормит чем? Вегетарианская еда. Она уже ему скормила, ну, достаточно прилично каши раги. Вот это вот раги на молоке. А сейчас рис. То есть она решила, что еще мало, не добрал. Сейчас еще риса ему. А я говорю, а чего? Ну, ему уже больше года. То есть уже, в принципе, можно, да, там давать и курицу, и рыбу. А они говорят, что дело в том, что у него какая-то там родинка на попе. И астролог сказал, что нельзя ему сейчас давать вегетарианскую, не вегетарианскую еду, через месяц только можно. А сейчас, если давать, то есть у него как Божий знак. Столько всего интересного, Боже, я просто не успеваю это все запоминать, снимать. Такие у них необычные поверья. Да, папа уже спят, папе все равно. Ходят тут, хоть, не знаю, хороводы тут будут водить, он все равно может спать. А я нет, я не могу, я жду, когда они уже, все эти родственники, угомонятся, разойдутся, тогда только лягу. Уже 10 часов, представьте себе, 10 часов вот этот вот ребенок, год и 3 месяца до сих пор ужинает в это время. Спать, похоже, не собирается. А, они сейчас уедут, они к себе домой поедут. А мы ждем с Артуром. Ну, нам нужна спокойная обстановка, чтобы уснуть. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.